30 минут назад запустил видос. И чё? Типа много просмотров за такое время? Джайрокоптер. Блин, я сразу 2 раза крутанул. А чё за лаги? Алло. Их-то лаги жесткие. Попробовать на вертолетике. Давно не играли. Что-то засветы какие-то, блин. Опа, Рики. Я первый чат не работал. Называется «Бывают в жизни огорчения, которые не предвидишь». Что уже какие-то разговорчивые пошли у нас здесь. Я так понимаю, Рики в Giant Strike пойдет в любом случае, да? 2300, 200, 2000. Нормально. 1900. Лишь рак. Что-то сегодня день прям начинается с жесткача. Джонни Хардрикс. 1010 волн. Епу-папо. Ипу-пипа. Жду Бобби. Понятно? Он ждет Бобби. Зачем он ждет Бобби? Кто такой Бобби? Интересно, что у нас там вообще за ники? Какой-то Даян 4400 рейта. Офигеть. Я Того рот. Типа я твой рот. Я Того рот. Кто ты есть, на? Кто ты по жизни? Пидор водючий. Петр Владимирович? Я водолаз. Ныряю в пилотки, на. Вонючие тухлые пилотки, блядь. Ну, тут тяжело будет выиграть. А он еще и взял этот, я понял. Ой, пиздюк, на. Щиточек взял для того, чтобы переиграть. Нормально. Тактика рабочая. Бля, я сам пинка решил собрать. Я просто сильно думаю, что мне взять. Я, блядь, хватит. Стопудово, побежал, возьмет. И Рики пошел в блицстрайк, я понял. Попробовать что-нибудь поискать. Не, ну Магус в любом случае прикольно, но неинтересно. 5 Магус, Рэнд. Взять Giant Strike. У нас тут, кстати, ничего не изменили. Twin Strike 30%. Магус 25%. Фокус неинтересно. Санкост прикольно. Опа, на. Ну такое. Говорит, были бы диаболики. Мне пизда. Видос набрал 10к за ночь. Так а что? Что конкретно ты снимаешь? Сопротивляться не буду. Что он набрал так много? Давай 3-2-2. Стой, батон, давай 3-2-2, пожалуйста. Ой, нет, вечные ракетки через Магус мы это уже тестировали. Оно, с одной стороны, прикольно, но хочется что-то другое. Не бей, заебал. Хочется взять Giant Strike, например, да? Поиграть через тот же, скорее всего, Overpower. К примеру, так просто, чисто к примеру. Анонимная тычка. По-моему, прикольно звучит. Ну, что-то мне подсказывает, что у Рики шансов мало. Хотя там колосс устранения. Возможно, шансы есть. Ну да, урона немало. Да, шансы есть. Челлендж только самонер через пассивки.
Реакция? Что за реакция? Омни слэш, фокус. Давайте попробуем Омни слэш. Как способность, она тоже позволяет тебе какое-то время пожить. По сути, прикольно. Чувака рент через голема. Вы издеваетесь, что ли? Опа, она выиграла, фига себе. Бля, вишня, ты пидор. Чё? Жесть. Да, давайте выполнять челлендж за донаты. Кидаешь донатик, и мы будем выполнять челлендж. Так интересней. Если какой-то сложный мультикаст, фига себе. Отдай ему мультикаст, и он скажет тебе спасибо. Давайте любой челлендж, только если сложный, то донат больше. Если легкий, то сколько угодно. Но, опять же, я понимаю, что люди не поведутся на такие запросы. Мало ли. Вдруг. Здорово. Подскажи, какой у тебя винрейт в кастомке примерно? Примерно 70%. Дружить со мной будешь? Когда играешь с рандомами, 90%. Когда заходят люди, которые более-менее понимают игру, когда винрейт уменьшается до 50%. То есть, если в любом случае играть против людей, которые умеют играть, тогда уже тяжко. А против рандомов в основном легко. Редко бывает, когда тут прям жесткие какие-то попадаются. У меня сейчас просто криты фантомки, фисты и эти и пассив курса, ну блять, я магический еблан, сука. Критический урон 300%. Нормально. Без вех? Без вех не сложный. Фисты, я хочу фисты взять, но я магический, ёп. А можно как-нибудь обменяться с кем-то? Я же говорю, давай, кидаешь донатики, я выполняю челлендж без вех. Легко. Да. Что ты не взял у него? Эх, жалко, криты срабатывают только по одной цели. Его не взял, я еще думаю. Он Ну ладно. давал скилл, ты его не забрал, ну все понятно. У меня мышка начала скрипеть. Лола, у меня клавиатура не работает. Извините, пожалуйста. Ну вот, если скрипит, то это значит, что микрик, он накрылся, он уже не отрабатывает свое. Он просто накрылся уже. У меня так на старой мышке было. Но у меня старая мышка была сколько? Лет 6-7, наверное. И микрик начал уже скрипеть, да. Его либо можно почистить, разбери, почисти микрик. Я думаю, будет получше. 3-4 месяца это мало. А, его шотнул. Он не успел ко мне подойти, его шотнуло. А что за мышка? Дорогая, дешевая? Если дорогая, тогда херово, конечно.
смысле, бред платить, чтобы я так сыграл. Так, в том-то и прикол, чтобы челлендж выполнять, чтобы был какой-то интерес. А так, когда ты просто играешь, нет интереса. Знал бы, собрал бы физического, я все бы выиграл. А так, какой сосуд. Для ровного счета. Здорово, здорово. Что лагает, по-моему, Давай жестко. без век плюс 1 скилл рандом, не Я меняешь так всю говорю, игру. когда этот проебал. Аба. Здорово, здорово. И Здорово, народ. Всем привет. нет, понял? Бабах, бабах, понеслась. Плюс 25 к урону. Плюс 25 к урону, это прикольно. Для ровного счета это прекрасно. Давай без вех плюс 1 скилл рандом. Не меняешь всю игру. За 100 рублей. По-моему, этот челлендж за 100 рублей какой-то слишком жесткий. Я таких мышек не знаю, сколько она стоит. Но вот моя мышка стоит около 3000 рублей. Скажи, сколько стоит твоя? Давай, я готов за 100 рублей. Я за 100 рублей готов выполнить челлендж. Вот как ты говоришь, один скилл рандом, не меняешь всю игру. А вехи я могу брать. Потому что за 100 рублей играть в челлендж без вех это тяжко. Давай хотя бы рублей 500, чтобы я без вех сыграл. 100 рублей маловато. Не, в любом случае 100 рублей спасибо, конечно. Это уже прекрасно, что народ поддерживает, что у него есть в голове хотя бы небольшое понятие, что человек не просто так записывает ролики, а делает это с душой. Вау, вау, вау. Фига себе. Это было жестко. Ну и чё вам надо? А чё она такая жесткая, объясните мне? Ну чё, других нету нахуй. А ну хотя согласен, да, с такими-то скиллами. С такими-то скиллами, да. Жопка сгорит. Так, сейчас вопрос. Однозначно. За два будет, короче. Нахуй, нахуй. Интересно, выиграет ли пудж? Вот здесь вот прям сильно интересно, потому что там иммунити. Но я понял. Сломал вар, что за... Бред какой-то. Ладно. Блять, я вообще не понял, как это. Я сам не понял, как это произошло. Банально возьми ГОСТ, возьми АН-диск, переиграй его в арт или отойди. Ну реально, просто возьми, отойди хотя бы. В голове у человека должно быть понятие о том, что у него вард, который дамажит чистым дэмэджем. А вард дамажит больно. Еще один. А там вард с мультикастом. Правда, Блицстрайк не работает. На эту фигню Блицстрайк не работает. Потому что Блицстрайк работает только на исходящий урон. А вард является другим источником урона. Еще одного шотнуло. Как это работает? Скажите мне, как это работает. Не, ну анонимная тычка, та, которая называется Flag Cannon. Турелечка добавляет в автоматическую турель, которая стреляет по случайному врагу неподалеку, выбирая самую далекую цель в радиусе действия. Бьет замечательно. Это у меня еще немного урона.
Не, ну Overpower, который добавляет мне 400 скорости атаки, добавляет им хорошо. Но опять же, если посмотреть на описание Giant Strike, которое добавляет урон до максимума в 1000, то вот это в лейте много добавлять не будет, потому что скорость будет фиксирована в 1000. А это, соответственно, будет максимум. Определенный максимум, который не позволит мне превысить тот лимит. 1000. Это грустно. Ну, 1К мышь стоит, это дешево, слишком дешевая мышка. Нормальная мышка стоит от 2500 и выше. Все остальное говно. Поверь. Жесткие парни. Слишком жесткие. Переплата? А почему переплата? Почему переплата? Типа для такой цены слишком говняная. Донат не озвучился. Сейчас прочитаем, сейчас. Если донат не озвучился, это означает, что... Блин, кто же здесь выиграет? Давайте на него поставлю. Если донат не озвучился, значит Donation Alerts опять сломался. Неправильно почитал, теперь точно для ровного счета. Спасибо. Когда в госте, да. Это отдельный источник урона. Чувака шотнуло. Он пока там варды разбивал, его шотнуло. Ну, если дешевле, то не означает, что лучше, поверь. Что-то она какая-то слишком жесткая. У нее гонец свирепости и оверпауэр под... Как раз для скорости. 400 скорости атаки, плюс марксмен, который пробивает броню. По-моему, это замечательно. Вот и все. Когда у тебя хотя бы какая-то есть скорость передвижения, ты можешь уйти от источника урона и переиграть. Бабки на стол. Как-то кофе быстро заканчивается, однако. Блин, ну крит, конечно, 4 секунды КД. Вроде немного кажется, да, но иногда бывает, что ты вот можешь убить, а иногда, если не убиваешь, то все. Нужен доедалос в любом случае. Вот доедалосом хотя бы будет постоянный источник крита. Тут, конечно, 300%, это в любом случае сильнее, но там КД, тут урон добавляет, и здесь шанс. Когда у тебя есть шанс, чтобы сработало неважно что. Хоть тоже та же самая там
способность, которая наносит любой урон. Если у тебя есть шанс, то это всегда сильнее, чем перезарядка. Тот тоже голема нашел, офигеть. Что происходит? Так, попробуй в следующей игре тогда выполнить челлендж. Одна способность рандомная. Чисто попробовать. Если у нас сегодня челленджи, тогда будем пробовать. Я, наверное, возьму 5 способностей и 6-ю на рандоме. Так, у нас получается Homing Missile, Rocket Barrage и Cooldown. Ничего интересного. Фига себе. А Бору не нажимается, да? У еще одного челика Бору не нажимается. Он, видимо, думает, что Бору там сам сработает, потому что Бору там это такая кнопочка, которая срабатывает автоматически всегда. Это нормально. Народ, ставим лайки, не скупимся на лайки. Не забываем. Лайки это в основном лучшая поддержка для стримера. Для контент-мейкера. Нормально, диаболики. Таймлапс. Ну вообще таймлапс прикольная кнопочка, конечно. Еще одни криты. Да, получается, что с такой скоростью атаки Omnislash смысла не имеет, но, по крайней мере, продлевает хотя бы немножко жизнь. Вот здесь он понимает, что он умрет, и он Borrow Time нажал. Как тебе такой челлендж? Первый выбор у тебя будет, допустим, играешь на самонере, берешь для магов. Что-что? Если честно, пока не понял, что ты имеешь в виду. Сдавленность в голове из-за наушников? Возможно, конечно. Я наготове и вот-вот пущусь в бой. Челлендж выбор скиллов только первые 2. Сложно. Сложно, но можно. Не, ну что, давай попробуем. Но это сложно, конечно. За такой челлендж нужно платить. Ну что, я слабак. Если мы сегодня выполняем челленджи, тогда ладно. Попробуем. Заканчивая. Зачем заканчивать игру?
Больно бьет Экалипсис, слишком больно. Прям жесть какая-то. Со мной сыграть хотят? Так в любом случае со мной сыграть хотят. Нет, ты платил, я видел, да, я понимаю, что ты платил, я понимаю. Просто ты ж сам понимаешь, за сложные челленджи нужно платить больше. Ну, по крайней мере, да, я понимаю, что челленджи выполнимы, только в том случае, если тебе повезло. Если тебе не повезло, ну, что делать? Тут уже, как говорится, на нет и сюда нет. Ты у меня топовый донатер? Ну да. Это точно. Бабки на стол верни. Иди нахуй, ты ж. 400, блядь. Да, в основном только ты и донатишь. Остальные, если донатят, то раз в 2 недели, наверное. Это в лучшем случае. Видимо, мало кому интересен мой контент. Легкая. Мне интересно, что он не давал дуэль. Сильно интересно, что он не давал дуэль. Я думаю, нужен ли мне шарт? По идее, не особо. А что в смысле? А что за отхил? У него, походу, вампирик что, в троечку, что ли? Че он так сильно отхиливался? Непонятно. По-моему, как-то слишком жестко он отхиливался. Я даже не думал об этом. Ну вот, как я и говорил, вот 1000 скорости атаки и все. Я думаю, наверное, взять обратку под Enrage. 90 к урону, 7 к броне. Приколы. Заебаная нахуй. Ну, прячешься, сука, мразь. Блин, что-то у меня слишком много плюсов. Ну, не в плане количества, а в плане того, что минусов почти столько же, сколько и плюсов, но плюсы огромные, получается, были. 2000, 3000, 2000, 5-6, 5600, 5-6, говорю. Я даже не видел, что я выигрывал 5600. Подозрительно. Что-то сегодня на улице так жарко, что аж и балкон открыл, и окно. Чего? Да что происходит? Как ты выигрываешь? Он просто хилится, живет, называется. Жестко.
А счет, ваншот, да, произошел? По-моему, это слишком легкое для Абадона. Сколько у нас тут залпов получается? Атак 6, а залпов 10. Сопротивление замедлением 25%. Получается, у меня сейчас скорость 667 и добавляется 400. Мне кажется, пока что лучше качать силу. По-моему, будет больше профита. Кашель задолбал. Да что, вот это лаги, конечно. Еще так жестко лагает. Ему повезло то, что у него есть Borrow Time, который продлевает ему жизнь. Это жестко. Хотя я могу уйти, потому что у меня вот, например, если так, 840 скорость передвижения, 840, можно попытаться уйти. Чисто просто попытаться уйти. Он как раз обратка против Лишрака подойдет идеально. Но, конечно, не под Borrow Time. Borrow Time в любом случае сработает, если он нажмет его. Вообще, сама по себе кнопка Borrow Time, конечно, да. Не позволяет тебе переиграть, если человек знает, как это нажимать, как это использовать. Там 1900 рейтов, возможно, у него есть какие-то понятия в любом случае. Тут, по идее, можно попробовать избавиться от крита, потому что Дейдалус есть. Опа, вот и все. Голем, криты, свирепость. Жесткая еще дуэлька. Неприятный молодой. Че, это типа легко, да? Типа легко, типа не ощутил. Пока, возможно, так. От бабочки особого смысла нет. А так хотя бы сплэш, дальность атаки. По-моему, это посильнее, чем бабочка. Более 20 к силе, 20 ловкости, 125 к урону. 170 дальность атаки.
Ну вот как он здесь его не переиграл? Объясните мне. Как-то очень странно. Ага, тут МКБ нужно. Не повезло, не фартануло, пацан к успеху шел. Как его пробивать, блять, вообще не ебу. Переигрывать, переигрывать. Только переигрывать. Ты просто-напросто ошибся. Ошибки, ошибочки. Жестко, жестко, это было жестко. Да, Overpower прикольно, то что он дает мне какой-то дэмэдж, но он фиксированный. Ай, больно бьет крипочек. Так, ну здесь, получается, это уже не нужно. Бесполезно. Походу, придется ставить чайник еще. Хочется кофе. А он закончился. Че, попробуем что-нибудь поискать? Что-нибудь интересное? Я, правда, не знаю, что можно найти интересное. Но в любом случае, можно что-то интересное найти. Перекачка. По-моему, урон режется, если я перекачиваюсь в силу. Ладно, давайте допустим так, пускай будет. Немножечко добавилось дэмэджа. Дуэлька уже не нужна. Спасибо, конечно. 234 силы отнимаются. То есть ХП. 234 ХП от силы. Нормально. Опа. Опа. Сюда. Совет для победы. Старайся брать способности, которые позволяют тебе переиграть на дуэли. В основном. Есть способности, у которых потенциал в лейт, а есть способности, у которых потенциал на дуэль. И вот если ты найдешь и то, тогда у тебя будет больше шансов. Просто опять же пойми, что это кастомка про рандом. Тут далеко не факт, что тебе получится переиграть, потому что у тебя плохие способности. В основном, когда у тебя плохие, а у другого лучше, выигрывает тот, у которого лучше. Логично, да? У них нетворс одинаковый. 111, 111. Как так бывает? И он переиграл его. Жесть. Блин, жалко Абадона. У меня голем закончился, сука. По-моему, от рейча можно избавляться. У него нет смысла.
Не, ну по идее, рейдж добавляет у меня... А что мне добавляет? Ничего мне не добавляет. Взять баш. От баша точно нет смысла. И, кстати, это неплохо, по-моему. По-моему, это неплохо. Это отдает отхил. Правда, оно работает, конечно, не так, как хотелось бы. Давайте попробуем. А-а-а. Ну да, получается здесь за счет чего? За счет за счет дуэли, за счет правильно нажатых кнопок он как раз переигрывает. Вот и второе дыхание. А, вот и все. Спасибо за игру. И он как раз сливает тот момент, когда я говорю спасибо за игру. Нормально. Что же здесь можно найти? Булварк какой-нибудь? Borrow Time, нет. А ну, затестировать это. Так, чисто для теста, конечно, говно. Вот и второе дыхание. По крайней мере, с остальными мышцами хотя бы будет поинтереснее в плане брони. Потому что броня добавляется, и за счет этого как раз не так больно хотя бы в лейте. Пассивка тролля стакается, она добавляет мне дэмэджи. Ну а максимум скорости атаки в 1000, поэтому... От пассивки тролля смысла нет. У меня, конечно, сейчас в любом случае уже урон сильно не добавляется, это понятно. Именно от Overpower, которая добавляет мне 400 скорости атаки, потому что у меня уже 800. А максимум 1000. То дальше уже не добавляется урон. Но, по крайней мере, хотя бы добавляет сейчас. Чуть-чуть добавляет. Оставить можно. Вот если будет 1000 скорости атаки, тогда вот Overpower нет смысла. Абсолютно. Он не добавит урона. Это если найти ульт Марси, да. Под ультой Марси, соответственно, добавить, конечно. Там разблокируется максимальная скорость атаки, тогда урона будет больше за счет максимальной скорости атаки. То есть будет не 1000, соответственно,
Возможно, там 2-3 тысячи скорость атаки. Хотя бы. Затестировать это. Не, ну работает прикольно, конечно. Фига себе. Кира, не умирай, живи, бро. Здорово. Зачем ты продолжаешь игру после победы? Ну так, расслабиться чисто. Посмотреть, на что способна моя сборка. Мне просто интересно. Это ради теста просто. Только ради теста, не более. А я не знаю, не знаю. Возможно. Удачный воздушный поток попался. Мультикаст. Интересно. Я сдох.